Всем привет! Вы на канале Antinous, и в этом видео я расскажу, как установить расширение Reactor для веб-интерфейса ComfyUI. Рассмотрим, как оно работает, а также я поделюсь своим техпроцессом на основе этого расширения. А начнем мы с того, что посетим страничку разработчика этого расширения на GitHub. Ссылочка будет в описании. Здесь нас интересует процесс установки. Выбираем для ComfyUI и читаем, какие шаги нам необходимо выполнить. Первым делом необходимо установить Visual Studio, либо отдельную его часть Build Tools. Я рекомендую полностью установить Visual Studio. Как это делать, я процесс показывать не буду. Единственное, что я отмечу, это во время установки необходимо будет поставить две галочки. Разработка на Python и разработка классических приложений на C++. И устанавливаете Visual Studio. Далее приступаем к установке самого расширения. Это можно сделать как через менеджер, так и в ручном режиме. Мы будем устанавливать через менеджер. Запускаем ComfyUI, идем в менеджер, нажимаем Install Custom Nodes, в поиске пишем Reactor и нажимаем поиск. Находим Reactor Node for ComfyUI. Здесь у вас будет кнопочка Install, нажимаем ее. И после того, как появится сообщение Restart, перезапускаем интерфейс, после чего можем его закрывать. Далее открываем папку с установленным ComfyUI. Идем в папку Custom Nodes, находим Reactor и здесь запускаем файл install.bat двойным кликом. После установки кода 12 нажимаем любую кнопку и этот шаг выполнен. Снова возвращаемся к нашей инструкции по установке и читаем, что после последнего выполненного нами шага также нам необходимо еще скачать дополнительные модели, а именно модель FaceYellow 8M. Сделать это можно, нажав на активную ссылку на Assets. Вот эта модель. Нажимаем Download и скачиваем. У меня она уже скачанная есть. Опять идем в ComfyUI. Здесь выбираем модели. Ищем Ultralytics. И необходимо скачанную модель закинуть в папку Bbox. Эта модель FaceYellow отвечает за корректный анализ лица. Также есть еще модель для поиска на изображении рук и анализ рук. Скачать ее можно также по ссылочке, сейчас покажу. Скачать эту модель можно также на Hugging Face, ссылочка будет в описании. Также нажимаем Download и скачиваем модель HandYellow. Но и это еще не все. Еще нам понадобится две модели. SumWidth B и SumWidth L. Также их скачиваем. После чего опять открываем папку с ComfyUI. Идем в модели. Здесь ищем папку Sums. И вставляем сюда скачанные модели. Итак, наконец-то перед вами весь набор кастомных нод, который становится доступен после установки расширения Reactor. Рассказывать, как работает каждая нода по отдельности я не буду, лучше покажу на примерах. А начнем с ноды Fast Face Swap. Это основная нода для замены лиц. Для ее работы нам понадобится изображение лица в качестве референса и еще одно изображение, на котором это лицо мы будем менять. Подключаются они, изображение, на котором будем менять лицо, в Input Image, а референсное лицо в Source Image. Также я подключил здесь сразу ноду Preview, чтобы можно было увидеть результатик предварительный. Нода Save Image, для того, чтобы сохранить результат. И еще одна нода для сравнения. Давайте запустим. И посмотрим. До, после. Я нагенерил кучу различных лиц. Давайте сменим лицо. Пускай будет вот это лицо. И запустим еще раз генерацию. До, после. Из настроек у нас здесь есть
модель, которая, собственно, обрабатывает замену InSwapper 128. Также у меня есть дополнительная FP16. Она немножко полегче, поменьше. Результат примерно такой же. Далее у нас модель, которая определяет лицо, границы его. Здесь можно выбрать одну из 4 моделей. Это не критично, в принципе, результат очень похожий. И еще одна модель, которая, собственно, и занимается восстановлением лица после генерации, то есть обработкой дополнительной. Это либо KDFormer, либо KFGAN версии 1.4. Рекомендую использовать именно эти две модели. 1.3 немножко похуже, чем 1.4. PFR 112, так себе результат. Давайте поменяем на KFGAN и посмотрим, как поменяется лицо сейчас. Видим, что лицо изменилось не очень сильно, но стало более гладким. То есть KDFormer дает результат немножко более естественный, а GFGAN более такой 3D-шный. Но это тоже неплохо, в некоторых случаях именно такой результат и необходим. Далее можно настроить силу, которой налаживается лицо. То есть если мы выкрутим до 0,1 и нажмем, видим, что лицо очень размытое. То есть оно пытается поверх вот этого изображения наложить это лицо. Соответственно, нас интересует максимальный результат. И также можно указать силу для KDFormer. Можно выставить на 0. И выкрутим на единичку. Как правило, единичка немножко усиливает результат, но появляются не вполне естественные артефакты. В частности, вот здесь вот можно увидеть, как будто бы седые волосы прорисовываются, что не есть хорошо. Это из-за избыточной резкости изображения. Поэтому поставим 0,5. Средний вариант. Далее у нас определение гендера. То есть, если мы поставим здесь только женский на женский, это значит, что в таком варианте будет работать. Если мы выберем здесь мужчину, то он очень долго пытается определить лицо женское найти, но не находит его. Остановим. Практически подвисает. Но если мы здесь выставим, что у нас в source будет мужчина, а меняем мы на женское лицо, то все срабатывает, но только, конечно, если кого-то именно такой вариант интересует. Если мы поставим на «но», это значит, что в любом варианте либо мужское на женское, либо женское на мужское будет меняться без проблем. Далее у нас идет индекс лица. Это если мы группу лиц либо используем 2-3 человека фотографию в референсном изображении, либо меняем на 3 человека. Можно указать, что мы меняем какое именно лицо, там 1, 2, 3 по порядку, либо в референсном изображении также указываем индекс лица, с которого мы берем этот референс. Есть еще одна очень похожая нода, которая называется Fast Face Swap Options. Для нее есть еще одна дополнительная нода, собственно, эти опции. Подключается вот таким вот образом. Перейдем к еще одному варианту. Здесь немножко сложнее схема. Есть еще одна нода, которая называется Face Restore или Restore Face. Подключаем ее сразу за Fast Face Swap. Она дополнительно обрабатывает, еще один раз проходит изображение KDFormer. Я поставил усиление самое маленькое 0.1. И также накинул еще дополнительный контраст и резкость изображению. Также немножко увеличил масштаб. Эти сборки, напоминаю, можно будет скачать в Телеграме и на Патреоне. Поэтому заходите, качайте. Так, как это работает? Давайте другое лицо выберем. Пускай будет это.
И давайте запустим. Разница практически неотличима, но она есть. Особенно если это фотография лица на все изображение. Дополнительные детали делает. И давайте сравним, как было и как стало. То есть даже вот можно видеть, что все изображение вот немножко стало качественнее. Следующий пример. В следующем примере мы можем создавать модели лиц. Чтобы в дальнейшем не использовать каждый раз изображение, если, допустим, вы хотите постоянно свое лицо менять, там, делать супергероя из себя, там, либо кого-то знакомых, можно это все дело сохранить и в дальнейшем подгружать это в виде модели. Вот есть такая вот нода, называется Load Face Model. Вот эта нода. Здесь можно сохранять эти изображения, но уже в закодированном варианте. То есть просто выбирая из списка. Для того, чтобы сохранить, в частности, все так же подключаем, но на выходе подключаем ноду Save Face Model. Нам необходимо дать имя этому изображению, этому лицу. Пускай это будет Сара. И просто нажимаем генерировать. Теперь, если мы нажмем кнопку Refresh, в списке у нас появится модель Сара. Изображение мы можем не использовать больше, оно нам не понадобится. А то, на котором будем менять лицо, переключаем в Input. Таким вот образом, чтобы виднее было. Вместо этой ноды добавим ноду Save Image. И нажмем сгенерировать. Все. Теперь, если мы будем переключаться, у нас будет меняться модель. Таким образом, можно хранить достаточно большой список и в любой момент использовать нужное изображение, чтобы всякий раз не искать, не выбирать его по картинке. Ну и теперь еще более сложный вариант. Теперь уже с генерацией изображения, использованием лор. Здесь можно добавлять сколько угодно их. Собственно, здесь мы генерируем изображение. Сразу же по нему меняем лицо на новое. Отбираем маску. Повышаем качество изображения. И получаем результат. Можно проанализировать это изображение. Здесь вот была произведена генерация изображения. Вот это лицо я использовал для подмены. Вот, собственно, такое лицо было исходным, такое после замены. Для того, чтобы видим, здесь сильно большая разница в возрасте видна. Кожа шеи отличается. Чтобы это все дело сгладить, как раз и была произведена постобработка. И в итоге мы имеем довольно хорошую картинку фотографического качества. Давайте немножко подробнее покажу процесс отбора маски. Здесь после генерации используем ноду, которая называется Reactor Masking Helper. Здесь, собственно, и используется та модель, которую мы дополнительно скачивали и закидывали в папку BBox. Здесь вот видно BBox модель. И здесь же используется модель сам вид. Модель B или L. В настройках можно указать степень определения маски. То есть четко по контуру с увеличением границ. То есть
По масштабу становится маска больше. Это необходимо, если присутствуют там волосы, которые необходимо заменить, вплоть до того, что можно определить маску лица вместе с волосами, шеей, то есть полноценно заменить полностью лицо, полностью голову, скажем так, и перегенерить ее по новой. Но лицо при этом, опять же, вот эта маска возвращается поверх генерации. То есть в итоге вы все равно не потеряете то лицо, на которое вы меняете. В общем, скачаете, поэкспериментируйте. Эту сборку также вы можете скачать с телеграм-канала, либо с патреона. И отпишитесь в комментариях, что у вас получилось. Также не забывайте, что в телеграм-канале есть чат. Можете там делиться своим мнением и своими результатами. Давайте запустим генерацию, только я для вас это дело все немножко ускорю, чтобы вы не ждали. И запустим, посмотрим, что получится. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Так, после первой генерации такой вот результат у нас был. Такой вот стал. Понял, вот такое лицо я использовал. И после постобработки до и после. Обратите внимание на волосы. Дополнительно можно еще подключить апскейлинг. Опять же руки. В общем, можете экспериментировать. А этому видео не забудь поставить лайк. Для тебя это всего лишь маленький клик, но большой шаг для всего канала. На этом все. До новых встреч. Пока-пока.